Привет всем, друзья! С вами Наташа, с вами Парам. Поздоровайся. И вы зашли на канал «Замуж в Индию». Сегодня я хочу вам рассказать историю о том, что мне пришлось пережить во время беременности. Завтра у Артура день рождения, и, знаете, в эти дни перед днем рождения обычно вспоминаешь чаще всего какие-то приятные моменты, связанные с рождением долгожданного ребенка. Но вот сегодня я хочу вспомнить неприятные моменты, расскажу вам впервые на YouTube-канале эту историю. Вот. Ну и еще посмотрите сегодня некоторые сюжеты, которые я сняла немножко раньше. В одном из своих предыдущих видео я вам показывала яйца домашние, которые мы здесь покупаем в Матаране, фермерские, я сравнивала. И было много под видео комментариев, поэтому я сегодня решила вместе с Парамом пойти на мини-ферму к местному торговцу яйцами домашними. У нас в Матаране не очень много людей, которые держат кур в большом количестве, чтобы можно было продавать. Так, знаете, даже наши соседи пару курочек держат для себя только, чтобы есть. А вот и курочки. Ай. И охранники. Охранники. Да не тронем мы ваших курочек, все хорошо. Свои. Свои. Ты не кусаешься? Ну все, подружились. У нас не только Парам ест яйца, что, мне кажется, некоторые зрители не поняли. Я сказала, что Параму нужен белок. Ну, понятное дело, что мы с Артуром тоже едим яйца, нам тоже нужен белок. Просто, что Парам у нас активно занимается в тренажерном зале. Ему, ну, вроде как еще нужнее, или что, не знаю, как я так выразилась. Китна мурги, сколько куриц у вас в хозяйстве? 20-30. Около 20-30. So you don't know, you not count? No. 20-30 кур, даже не знает сколько точно. And кок? Boy. 5-10. Получается, что они не только, у них куры несушки, но и выращивают цыплят. Раз они держат 5 петухов. Вон один петушок. Петушок. А? In my country we call цыпа. And you, Ано? Я. Поняли? Поняли, как надо курочек звать? И какой хороший. А вон цыплятки. Консакана. Пшеничка. Пшеничка, я так понимаю, в основном здесь рис. Китна анда egg chicken give? Сколько? Chicken one day. Окей. Каждый день по яйцу. Only? Это получается, что не все несушки? No, sometimes not give, sometimes give like that. Не очень много. 5-6 яиц, говорит, каждый день она This is side собирает. business. This is not main business for them. This is Парам side объяснил, это у них не основной бизнес, это This is так, extra money. да, экстра-мания зарабатывает. И, видите, собирается, получается, по 5, ну, наверное, она так в общем сказала, иногда и больше, иногда и 10 яиц в день. И так вот за 5 дней насобирает, продаст. Muर्gi नहीं बेचते ना अपना? Желающих очень много купить яйца, но они не всем не продают. Вот они держат постоянных покупателей, так как мы звонят нам, когда собрали урожай. Вот, и мы приходим собирать. А так вообще, да, многие яйца покупают здесь как лекарство. Где после болезни, диетическая еда, чтобы быстрее восстановиться. Спасибо вам, курочки. Видите, какие маленькие курочки. Я говорю, какие-то витамины даете курочкам. Она говорит, нет, вот в основном вот это вот основной корм, то, что вы сейчас видите. Пшено, рис, какие-то еще зерна. По-моему, кукуруза еще, да. Что? Вот? Ну да, так, то, что я сказала. Я знаю, что кукуруза очень раздробленная, полезна для курочек. Ну ладно, спасибо. आपने देखा मंगूस और कुत्ता को खाते हैं? खाया? हाँ क्या? Yesterday one ate dog. Ужас, вы представляете, голодные уличные собаки иногда к ним забираются и утаскивают, съедают This курочек. This chicken give eggs every day. Говорит, еще и такую More sad. съели, да, такую курицу, которая хорошо And неслась. this mongoose also ate here. Мангусты еще, да, не только собаки, но еще и мангусты. Вот, ну хорошо, все, окей, бай, спасибо.
все никак не распрощаемся. И видите, у них хозяйство находится как вдали от всех. У них соседей практически нет, потому что вот бывают такие соседи, которые так же, как и голодные собаки, могут утащить курицу. Хотя они не голодные вполне, могут быть обеспеченными, эти соседи. Ну, как вот, знаете, ради, как охота, такой вот азарт. Ну, я не буду называть имена, но я знаю одного человека, к которому забегали случайно курочки на территории. И он считал, что, это отличный шанс, чтобы замочить эту курочку. И этот человек очень обеспеченный. Так, вот с маленькими гуляет, прогуливается мамочка с цыплятками. Надо осторожно, чтобы на змею не наступить. Вот, а эти люди здесь живут, да, у них есть жилье здесь, но кроме того, они следят за хозяйством, за чужим бунгало. Смотрители чужого бунгало. И хозяин им выделил, собственно, жилье и платит ежемесячно небольшую сумму денег. How much? Примерно сколько они получают каждый месяц? Около 10 тысяч. Вот, собственно, за этим бунгало они смотрят. Ну, собственно, они особо не смотрят, просто рядом живут. Если хозяин, владелец этого бунгало захочет избавиться от своих смотрителей, то он обязан по закону обеспечить их жильем. So they one new owner don't want this take care of. That time they decide. You understand? Парамка. Идем. Я хочу, чтобы мы вместе вспоминали. We must together remember that story. Тогда у меня была 9-я неделя беременности, я себя хорошо чувствовала, никакого токсикоза, я работала, я занималась документами, была активной, да, еще надо уточнить, я находилась в Харькове, в своем родном городе. И вот одним прекрасным весенним днем мне подружка предложила погулять после работы, зайти в парк Шевченко. И я согласилась, сказала, только ненадолго. И вот мы с ней гуляем, так, знаете, разговорились, разобщались, что не хотелось расставаться, и подружка предложила зайти к ней домой. Она рядом живет, рядом с парком, ну и я и согласилась, хотя планировала ехать домой пораньше. Дома у нее уже находился муж, пришел с работы, ее дочка. Ну и мы вместе посидели, поиграла я с ее дочкой, попили чай и разошлись. Я поехала домой, и вечером уже, наверное, часов в 11 звонит мне эта подружка и говорит, мол, Наташа, тут такое дело, значит, ее дочка, как обычно, перед сном стала принимать ванну и заметила у себя на теле высыпание, ветрянку. И спрашивает у меня подружка, Наташа, ты же болела в детстве ветрянкой? А я же ветрянкой в детстве не болела. Мои дорогие зрители, если у вас есть дети, пусть лучше они переболеют ветрянкой в детстве, как правило, в легкой форме. Не надо их изолировать от больных детей, поверьте мне. И это касается и мальчиков, и девочек. Я тут же позвонила Параму, сообщила ему эту ужасную новость, что у меня есть риск заболеть ветрянкой. Инкубационный период этого заболевания 10-21 день. Парам говорит, а может быть ты не заразилась? Я уже успела почитать в интернете, и до этого я знала, что это очень заразно. Можно даже вот просто там, я не знаю, в подъезде кто-то прошелся, и следующий прошел, и уже подхватил. А тут я, получается, в помещении, да, у меня был шанс уехать раньше и вообще не встретиться с ребенком моей подруги, а мы общались в тесном помещении, я с ней играла, и она уже как бы в активной форме, просто из-за того, что она была в одежде, они не заметили, что у нее уже эти высыпания. Ну, короче, там 99%, что я заболела. Рассказываю Парама, что so what that time you think? That time you say no, maybe this very difficult. I say no, you not catch. I said you. Ага, ну да, Парам мне говорит, нет, все хорошо, не переживай, все отлично, скорее всего, ты это сильная. Ну, Парам не нас, говорит, ты тогда плакала. I'm also crying, but I'm not sure you. Парам говорит, я тоже был тогда в шоке, я тоже плакал, но не показывал мне, он таким образом пытался меня поддержать.
Так, на следующий же день я отправляюсь в женскую консультацию. Встаю на учет, получается, раньше времени, на 9-й неделе. Ну, естественно, рассказывая все подробно своему врачу. Врач оказалась с опытом 30-летним, но, говорит, на ее практике ни разу такого случая не было. Я сейчас сразу хочу уточнить, может быть, не все знают, насколько, не понимают, насколько это серьезно, но для взрослого заболеть ветрянкой опасно. Обычно эта болезнь протекает тяжело и с осложнениями. А вот для беременной женщины это еще и риск, что плод может родиться с патологиями. Ну, собственно, отсюда все переживания, все волнения. Очень хорошая врач оказалась, отнеслась ко мне с сочувствием, но сказала, что я ничего поделать не могу. Говорит, вот жди, говорит, пока пройдет инкубационный период, жди и надейся, что, может быть, все-таки ты не заразилась. Вот, ну и направила меня, ну, знаете, мне так кажется, что просто уже, чтобы хоть что-то, да, что-то нужно делать, направила меня в поликлинику к инфекционистке. Значит, прихожу я в поликлинику, захожу в кабинет, женщина такая полная, видно, что с большим опытом, и я же ей рассказываю всю ситуацию. Она такая встает медленно. Ну, знаете, я успела за эти пару дней прочитать о ветрянке абсолютно всю информацию, которую только можно было найти в интернете. Но эта женщина встает, значит, со своего стула, медленно направляется к шкафу, достает, сначала копается, достает книжку, такой вот толстый учебник старый, и начинает листает, все это молча, потом находит нужную страницу и говорит мне, ага, ветрянка, значит. Но это инкубационный период 10-21 день. Я такая на нее смотрю, но я, в принципе, это знаю и гораздо больше могу вам рассказать об этом заболевании. Ну и дальше она посидела, так говорит, ну у меня такого опыта не было. И на прощание она мне сказала, деточка, молись, все будет хорошо. Ну как, да, очень добрый совет она мне дала, но как бы от врача-инфекциониста я ожидала немножко чего-то другого. Вот. Ну все, и тут начались самые страшные дни. Это настолько мучительно было. Я возненавидела свое тело, я возненавидела зеркало, потому что я каждое утро просыпалась и рассматривала себя, нет ли на мне высыпаний. Все, нету высыпаний. Следующий день. Это настолько было мучительно, что я даже обрадовалась, друзья. Я обрадовалась, когда ровно на 2-й неделе, проснувшись у себя на животе, я обнаружила 2 этих папулы, да, уже. Вот, что я заболела. Парам пошел Артура провожать на дополнительные занятия, но сейчас придет. Мне все-таки хочется, чтобы мы вместе рассказывали эту историю, вместе вспоминали. Вот, ну, я надеялась от врача-инфекциониста, что она скажет, что есть какое-то лекарство, которое может уничтожить эту инфекцию вот еще на стадии инкубационного периода. Но она сказала, нет, только молиться Богу. Вот, ну, значит, я заболела, болезнь протекала у меня в легкой форме, друзья, да, меня все тело обсыпало, была температура 38 градусов, но это цветочки, я знаю, что вот у моей подруги парень болел ветрянкой, ну, получается, во взрослой жизни, ему там лет 35 было, и он вплоть до того, что хотел выпрыгнуть с балкона, настолько ему плохо было, настолько тяжко. В общем, я выздоровела, провела там сколько положено дней на карантине, чтобы уже быть точно не заразной, и направилась прямиком в поликлинику к своему врачу. На тот момент уже было 12 недель беременности, и врач сказала, ну идем на УЗИ. И сейчас, друзья, приготовьтесь, начнется самый трэш. Я все-таки дождалась Парама, хочу этот момент рассказать вместе с ним. Значит, заходим мы в кабинет к УЗИсткой, это я и врач. Заходим, моя врач объясняет ситуацию, и УЗИстка такая стоит, я не помню, мне кажется, даже она что-то яблоко жует, и так вот абсолютно вот на морозе такая, ветрянка, переболела ветрянка, ну так это ж показание к прерыванию беременности.
Ребята, that time I feel like Cool down. да, я чуть в обморок не упала, у меня Very чуть stupid сознание не потеряла, а моя врач, очень хорошая женщина, дай бог ей здоровья, она меня как бы поддержала, и она сама на эту УЗИшку так посмотрела, говорит, ну, говорит, не обязательно, ну, в общем, wait, I know, this is 8%, только 8%, что плод, что, подожди, 8%, что плод, господи, сейчас я разволновалась, что эта инфекция затронет плод 8%. И даже вот из этих 8% тоже есть вероятность, что эта инфекция не заденет никаких важных органов, ну, то есть никаких особо серьезных последствий не будет. То есть там, ну, как бы очень мало процентов. А тут она мне вот так вот, да, вот когда перед ней стоит человек с долгожданной беременностью, мама будущая, и вот так вот на морозе говорят, мол, ну, это ж прерывание беременности, как будто бы там, я не знаю, вырвать надо, да, там, или, не знаю, клизму сделать. Боже мой, у меня сейчас уже аж рука затряслась, я возненавидела в тот момент эту узистку. Ну ладно, потом, ну хорошо, такая, ладно, ложись, типа, на кушетку, сейчас я посмотрю. Ну и такая смотрит, да ненормальный, ну, правда, да ненормальный плод, но видно, что это, ну, там видно, что не попала инфекция вовнутрь через плаценту. Все нормально. Мальчик, да, кстати, сразу же. We are lucky. We are lucky. And you know, 12 weeks, she, ну, ладно, Парам, наверное, это не стоит. She understands this is boy. Да. Я сейчас вспомнила, что в Индии не говорят пол ребенка, поэтому, ну, возможно, что Параму это неинтересно. Но на самом деле, да, на таких ранних сроках чаще всего непонятно, кто это, мальчик или девочка, но она сразу определила безошибочно. Ну да, врач такая, узистка оказалась грамотная, но явно ее не учили как врачебной этике. Она прогуливала эти уроки, ну просто как, знаете, бесчеловечный. Человек бесчеловечный, не знаю, нет у нее какой-то эмпатии к людям, или как это можно назвать, ну как можно было такое ляпнуть. Но потом вот вроде как я успокоилась, но все равно в таком шоковом состоянии. Знаете, все в порядке было, но вот из-за ее слов могло бы, да, пойти что-то не так даже, да, вот когда так человек услышал такие слова, беременность могла бы уже завернуть в другую сторону. Ну, в общем, больше к этой узистке я никогда в жизни не обращалась. Уже ходила проверяться к другой частную клинику, к нормальной женщине. Так что, друзья, вот такой вот я стресс пережила во время беременности. Но это самый большой стресс, были и другие поменьше. Вот, но я уже вас сегодня загружать не буду. А Парам тем временем находился здесь, в Индии. What the time? The time you in Madhumalty? Yes, I'm in Madhumalty. We are very tension, very worried. My mama many prayers she make. We are also very. I say Nisar Bhai say my sister also have problem. This is she. Значит, я перевожу, что бабушка Ганга очень сильно переживала, тоже молилась. Парам тоже здесь всем рассказал. И оказалось, что у Нисарбая, у друга Парама, в семье тоже был такой случай у его сестры, и все в порядке. Родился здоровый ребенок. Всем привет. You don't want to see? Парам не хочет посмотреть на это представление. Много раз видели. Парам много раз видел и, в принципе, принимал участие в этой процедуре, которую сейчас будет исполнять друг Бавина Алам. Алам сейчас будет прочищать свой нос с помощью процедуры под названием Джалнити. Бавин все с собой взял, все подготовил, теплую воду, вот соль, специальная чистая соль, очищенная. Насыпает соль, но вообще лучше было бы это растворить соль непосредственно в воде, когда она еще теплая. Я когда делаю эту процедуру, я кипячу воду, туда насыпаю соль, какое-то время вода кипит вместе с солью, а потом охлаждаю. Температура воды должна быть чуть тепленькой. Проверять таким образом нужно, какая ноздря лучше дышит. Какая ноздря лучше дышит, в ту и первую будет заливать воду. Бавин уже удивлял этой процедурой своих потенциальных невест, после чего они как-то резко прекращали с ним общаться.
Вот, ну а вам, в принципе, друг детства со школы, проверенный, так что я думаю, все будет окей. О, водичка пошла. Все понял? All understood? Задержи дыхание. О, good. Смотрите, с первого раза. О, very good. Perfect. С первого раза получилось у Алама. И теперь в другую ноздрю. Ну, бывает такое, что в другую не получается. Видите, в другую у него уже не получается. А, еще интересная такая особенность. У мусульман принято, когда они пьют воду, обязательно садиться. Я наблюдала, прямо удивлялась первое время. Вот даже когда мы выходим на улицу и хочется, да, попить водичку, он всегда вот так вот присаживается на корточке, но если нет поблизости лавки нормальной, да, там скамейки, стула, то даже на корточке присаживается. Все, я не буду весь процесс чистки носа вам показывать, лучше чуть-чуть покажу, как тут тренируется мой муж, Парам, что не всем приятно на это смотреть, как чистят нос. Такой интимный процесс. Сегодня у меня муж колдует на кухне, готовит козлятину по своему рецепту. Такой достаточно замысловатый рецепт, поэтому... Для Артура, видите, отложил кокос печеный, Артур очень любит. Ну, поэтому, собственно, Парам этим занимается. Как говорится, мужчины знают, как правильно приготовить мясо. Ну и, пожалуйста, вот видите, он на сковороде разложил кокос. До этого лук был very onion. Вот он, да, уже поджарил. Это как испек даже. Вот лучше было бы даже это сделать на костре. Но так как костра у нас, слава богу, дома нет. Просто на сухой сковороде. Еще кориандр, я думаю, вы все узнали. А, еще корица. Это все гарам масала. Вот, а также для блюда Парама понадобится ginger garlic paste. Это чеснок с имбирем перекрученный, ну, собственно, мясо, мята. Еще такой лук, и еще чеснок, еще помидоры и куча специй. Why you crying? Don't cry, please. I think something happened. All okay? All okay? Business okay? Говорит, не прикалывайся надо мной, бизнесом все в порядке. Так, а Парам, говорит, все, что я планирую, я все успеваю. Open, please, my fry pan. Я хочу показать, я котлетки приготовила. Котлет, да, тест, попробуй, тест. One I'm already тест, попробуй. How you like? Да, very... Говорит, очень вкусный, как в 5-звездочном отеле. Но действительно, из козлятины я научилась готовить такие сногсшибательные котлеты, даже вкуснее, чем говяжьи. Говядину мы не едим, да, вот вы иногда спрашиваете в комментариях, мол, Наташа, как ты живешь без красного мяса, это очень важно. Ну вот красное мясо мы получаем регулярно, едим, козлятину, баранину. Да, говядину здесь купить в принципе возможно, но так как мой муж индуист, я даже и не пыталась. У нас много мусульман, даже иногда они предлагают, мол, Парам, хочешь, мы достанем для твоей жены, так, чтобы никто не знал. Ну, Парам говорит, я спрошу у жены, то есть он мне наотрез не отказывает. Я говорю, ну, я не хочу. Ну, я не хочу, я как солидарна со своим мужем. Во всяком случае, здесь, в Индии, мы с Артуром не едим говядину. Вот, и из этих ингредиентов тоже сейчас Парам сделает пасту. Гарам масала. Ну как? Столько мороки, столько заморочек. Оно того стоило, Парам? Good test? Very, very tasty. Парам в восторге. Где-то 2,5 часа ушло на приготовление этого блюда. То ли дело котлетки. Салатик Парам положи. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.